Виталик, вставай! Мы в Саксонии. Где? В Саксонии. Мы были в Испании. Такая жизнь путешественника. Никогда не знаешь, где проснешься. 12 часов ехали. Ты вспомни. Главный вокзал города Хемниц. Наконец-то мы приехали. Едем уже целый день. Все поезда, все до одного поезда опоздали. Минимум на полчаса. Мы с Ладой в Испанию быстрее доехали, чем из Гайслингена в Хемниц. Вот такой здесь вокзал. И нам еще до своего жилья нужно будет добираться на автобусе. 12 часов мы добирались до этого места. Сейчас мы находимся в городе Хемниц, на той улице, где мы сняли жилье. И походу мы его сняли вот в этом доме. Но попасть в этот дом — это целый квест. Всегда на Airbnb такое происходит, особенно в Саксонии. Мы второй раз в Саксонии, и здесь не так-то просто. То к велосипеду были привязаны ключи, то здесь вот вообще нам сказали, что ключ нужно искать. Вот под этой табличкой, представьте, на улице под табличкой. Да, он там, внизу. Включаем фонарик, чтобы хоть что-то видно было. Вон там, смотри, вон, видишь, коробочка. Вон там. Как интересно. Там надо набрать код. А где? Тебе видно что-нибудь? Где набрать? О, у нас это получилось, Ладусь. А я переживал. Знаешь, почему переживал? Я написал хозяину, пока мы в поезде ехали, и спросил, точно ли там будет... Ой, отвалилось. И он не ответил ничего. И я представляю, если бы мы приехали, а ключа нету никакого. И где ночевать? А хозяин не отвечает. Квартира Вечер. оплачена, мы замерзшие, голодные, Это ужас. в чужом городе. Район какой-то отшибный. Магазинов не видно. В общем, ладно, пойдем заселяться. Как-то стрёмно, ладно, идем. Слушай, подъезд наша квартира какая? Я не знаю. Тоже не знаю. О, а мы как эти воры. О, я его нашел. Да ты что? Да. Фух, Это я не верю. чудо, смотри. Света нет. Да. Все, здесь есть. Конечно, приключения, а не заселение. Кровать хорошая. Телевизор уютно. Смотри, какой уютный уголок, Виталий. Класс. Кухонька. Тепло. Ладно, тепло, мы так намерзлись. Вчера вечером было уже темно, чтобы показывать эту квартиру. Сегодня с утра сейчас все рассмотрим, расскажем вам, сколько стоит это жилье. Сразу скажу, конечно, путешествовать это недешево, потому что мы вынуждены оплачивать жилье там, постоянное наше жилье, и здесь всегда где-то в гостях каждый раз нужно платить за эти отели, квартиры, апартаменты. И мы надеялись, что мы эти апартаменты нашли по дешевке. В общем, сначала мы заплатили 77 евро за 2 ночи здесь. И на утро выяснилось, вот сейчас буквально хозяйка написала, что «А вы же вдвоем приехали». А вдвоем это дороже. А мы так радовались, что А мы мы так нашли радовались, дешевую квартиру. А дело в том, что не у каждого хозяина цена идет за человека, то есть добавка за человека. Некоторые хозяева на Airbnb, они выставляют такую фиксированную цену за свою квартиру, и там написано просто максимум 2 человека, типа 1 или 2 эгаль, то есть все равно. А здесь хозяйка, видимо, решила, что мы больше воды можем израсходовать. В общем, ее можно понять, поэтому нам пришлось доплатить еще 23 евро, вот буквально сейчас. И
вышло это нам в сумме за двое суток 99 евро. То есть 100 евро за двое суток по 50 евро в сутки. Эта квартира нам обошлась. Здесь в принципе все есть, кроме стиральной машины. Здесь вот кухня, можно готовить есть. Вся посуда, микроволновка, плита, вот, тостер. Да, вся бытовая техника и даже холодильничек небольшой есть. Мы уже туда положили вот свои бутерброды. Там все, что удалось найти. Мы еще вчера успели сходить в магазин, потому что надо было закупить еды немножко. И здесь в 300 метрах есть хороший магазин Netto. Это, можно сказать, окраина города Хемниц. И можно выглянуть на балкон, выглянуть и посмотреть, как живут немцы в таких районах. Тут, правда, мокровато будет, наверное, становиться босиком. Ну, я так выйду. Смотрите, старый такой дворик. Тихо-тихо, никого нету. Пятница сегодня. Вообще только... Покажи, там балкончики классные. Да. Кстати, посмотрите на эти балкончики. Они явно приделанные были позже. То есть их не было первоначально в этих домах, а потом их поприделывали, они все такие железные. Вот видите, как они здесь какие-то распорки пускают, такие крепежи. В общем, это практика такая повсеместная. Они тут даже лифты приделывают снаружи домов, к старым домам. Немцы это умеют делать. Вот. И летом, я думаю, здесь весьма уютно. Вот так вот можно сидеть и наслаждаться хорошей погодой, когда она хорошая. Но сейчас прохладно. Смотрите, плюс 2 градуса тепла в Хемнице. Здесь тепло, кровать, посмотрите. Это вообще пуховые одеяла, то есть они как подушки, нам даже жарко было спать. Мы приехали сюда, в этот город Хемниц, не случайно. Мы едем по следам нашего знакомого, который месяц назад или уже больше, да, приехал из Украины, молодой парень. У нас было видео на канале о нем, Женя его зовут, 22 года. И его не приняли в земле Баден-Вюртемберг, его отправили в Хемниц. Здесь он жил одно время в лагере, теперь его перевели в город Миране. Это тоже недалеко, мы туда съездим. Но он не все вещи забрал, когда уезжал. Вот мы везем ему его ноутбук, там еще какие-то вещи. И хотим посмотреть, как он устроился. Но, к сожалению, Мираны это не окончательная точка, где он будет жить. Поэтому мы вам покажем пока промежуточные. Покажем, может быть, его лагерь, как его там устроили, с кем он живет. В общем, все условия. То есть поэтапно, что происходит с человеком, который приезжает, допустим, сейчас в Германию, и куда его посылают, где он живет, сколько ему платят, какие документы ему, в общем, все, что можем, расспросим, да. Ну и попутно, конечно же, сам город Хемниц тоже вам покажем. Находится это все на карте мира вот здесь. Город Хемниц раньше находился в составе ГДР. И земли Саксония на тот момент не существовало, потому что ГДР отменила это административное деление на земли и применила новое деление на округи. Сам город Хемниц назывался Карл-Маркс-штадт. Ну, в честь, понятно кого, именно Карла Маркса. И мы посмотрели, где мы живем. Здесь по соседству располагались раньше старые советские казармы. Нам стало интересно, потому что многие просили нас после нашего видео про Магдебург, про Бург, чтобы, если мы будем в таких местах, то показывали, где располагались старые советские казармы. Многие люди из Советского Союза служили здесь и хотели бы посмотреть на эти места снова. Что осталось от их казарм, или есть они, или что там сейчас, да? Так вот, я поискал информацию про казармы в городе Хемниц, и оказалось, что прямо рядом с нами были раньше старые казармы. Здесь еще располагались дореволюционные казармы кайзеровских и веймаровских времен. То есть вообще старые немецкие казармы. Позже, после
Второй мировой войны с 1945 года здесь остались советские войска и заселились в эти казармы тоже. Мы приехали здесь, надеялись найти хотя бы одну старую казарму, но, увы, мы спросили у первой попавшейся местной жительницы, где они были. Это была старая бабушка, и она нам показала вот здесь, на месте этого кампуса. Вот, Терра Нова кампус, это школа такая новая. Стояла военная часть. Казарма, да, казарма, причем 181-го, сейчас я прочитаю, а просто называется бывшая 181-я казарма советских войск. И сказала, что ее всю снесли. Ни одного здания не осталось, поэтому как бы печаль, люди не смогут увидеть казарму, но... Очень жалко, да? Там, где ты служил, все-таки остались те дома, да. Было интересно посмотреть. А здесь просто посмотреть место осталось. Да. Эта улица раньше называлась улицей Планец, а сейчас она называется Хенрих-Шутц-штрассе. И вот люди, которые здесь служили, они могут вспомнить эти дома. Возможно, они были другой расцветки, их наверняка реновировали, но внешний вид тот же. Ну и видите, здесь теперь новая школа на месте этих казарм. У меня нет никакой ностальгии по поводу советской армии. Просто, ну как бы наши судьбы связаны с этой страной, с этими событиями. Например, последние войска вышли, советские войска вышли отсюда в 93-м году аж, да, уже после развала Советского Союза. То есть это были времена, когда ГДР перестала существовать, и следом и СССР накрылись медным тазом, поэтому это очень сильно повлияло на нашу дальнейшую жизнь. И, по сути дела, происходящие сейчас в мире времена тоже тесно связаны с теми событиями, с теми переменами в мире. И до сих пор, видите, все меняется. Непонятно, что в мире будет дальше. Сейчас мы на дороге встретили такого дяденьку. Я не успел включить камеру, но вон он пошел с собакой прогуливается. Ладно, с приближением покажи. Интересный дяденька, местный житель. Мы у него спросили, здесь ли располагаются старые казармы советские. Мы видим похожее здание на казармы. Он говорит, нет, старые советские казармы вот именно до вот этого места и находились. Это граница как раз. Вот, и они туда вниз располагались. И он метров на 300 вниз, он говорит, до начала новых строений. 10 лет назад. 10 лет назад их снесли, короче, ничего не осталось. Но он сказал, что в этих домах, эти дома старые, они тут стояли всегда. И здесь жили офицеры советские. И он показал нам, где был советский магазин, он там на углу, мы туда вернемся. Мы сейчас сходим туда. Самое интересное, он сказал, что вот эти вот красные дома, это... Это тоже старые казармы, но это кайзеровские казармы, друзья. Мы можем их показать, они вообще очень старые. И сейчас здесь находится дом престарелых, а раньше здесь был лазарет, то есть больница кайзеровских немецких военных. Вот. Ну и тему, которую мы затронули, мы понимаем, что она, может быть, не всем важна, не всем интересна, но поскольку мы уже заехали вот в город Хемниц, и это бывшая ГДР, мы просто пользуемся случаем хотя бы немножко осветить эту тему пребывания советских войск в ГДР и что с этого осталось. То есть здесь в Хемнице ничего не осталось от советских казарм. Старый кайзеровский лазарет остался только. Вот. И мы вам покажем магазин. Вот на углу какой-то магазин, но он сказал, не этот магазин был советским магазином, а вот этот напротив, там где... Фрезер, то есть там где парикмахерская сейчас. Вот здесь продавали товары для солдат. Ну, возможно, немцы закупались тоже тут, если было что-то интересное. Но это был советский магазин. Возможно, кто-то, кто здесь служил, да, узнает. Возможно, узнает. Он, скорее всего, бегал сюда, да? Да, потому что это через дорогу от казарм было. Не осталось даже забора, ничего не осталось, но магазин и здания точно узнаваемые. А это, возможно, строилось именно под офицеров. Видите, однотипные дома, вот эти, они тоже могли быть заселены советскими солдатами.
Но наш рассказ сегодня не об этом, друзья. Мы едем сейчас посмотреть, где в городе Хемниц располагается лагерь для беженцев. Сейчас сядем на автобус, прокатимся. А потом, конечно же, побываем еще и в центре города, покажем его вам и... Рождественскую ярмарку. Да. Для того, чтобы добраться до лагеря в Хемнице, нам нужно воспользоваться железной дорогой. Можно было сесть на автобус тоже. А те, кто прибывает на вокзал, могут прямо с вокзала пересесть с поезда на поезд и доехать до остановки, которая называется Хемниц-Хильберсдорф. Буквально 5 минут осталось. Мы должны успеть. Лада уже не может за мной бежать. Запыхалась. Вот, Лада, 6-я платформа. Посмотрите, какой большой крытый вокзал. И наш поезд красненький стоит. Красно-зелененький. Видите, написано С-15 на Хайнихен. Правильно? Да. С-15. Хемниц-Хильберсдорф. Мы приехали. Бывшая ГДР, ну и вообще северо-восточная часть Германии у нас ассоциируется с такими вот вокзальными станциями. Посмотрите, забитые окна, разруха и из красного кирпича. Это некогда были достаточно красивые станции, современные. И они стоят повсюду, не используются и разрушаются. Вот в таком виде. Хотя вокзалы действующие. Смотрите, здесь останавливаются поезда. Мы приехали вон на ту сторону, на платформу. Вот только что здесь какой-то другой поезд остановился. Вывеска висит на здании. Хемниц-Хильберсдорф. Но само здание в плачевном состоянии. Там крыша даже уже протекает давно. И видите, оградили забором, потому что, видимо, рушится. Может даже упасть. Вот так. При желании можно, конечно, сюда пролезть и заглянуть туда, вовнутрь. Но там нам нечего делать. Мы поставили навигатор от станции, с которой мы вышли. И вот здесь нам пишут, что 18 минут пешком нужно идти еще. Так что это не прямо рядом с вокзалом. Автобусы не ходят, да? Нет, тут только пешком. То есть люди приезжают сюда. Да, включайте Google навигатор по адресу. Адрес я оставлю в описании, да. Кому нужен этот лагерь конкретно, то сюда можно вот так прийти. То есть километр пешком от станции. А если бы мы поехали на автобусе, наверное, были бы ближе, нет? Доброго дня! Чую, ви українською розмовляєте. А ви, мабуть, тут в лагері живете, ні? Да, да. Серйозно? Да. А ми саме його шукаємо. Так от ми йдемо. Ми йдемо. Ага. А що кажуть далі, куди відправляють всього? Оце з цього лагеря Меріне. 40 кілометрів від звідси. А, туди. Тут Ага. нічого, як, документи поки оце нічого не оформляють. Дають, це я вже тут місяць, ну проходиш комісію, там реєстрацію, Ага. то там це займає може 2-3 дні, якому повезе. Рентген і та нічого. І потім ви сидите. Тупо Ага, сидите, їсти ждете. ходять. Ждете, поки переправлять. Це, ну в основному Меріне. Вроді Меране, так? Меране, Меране, Меране. так. Ага. І там, оце там знайомі, я вже згадую з ними. Дуже мальчик, що з нами на 37 років. Як він, це вже він другий тиждень. І там одна будівля. Ага. Одна будівля, так кожна те ж саме. Неділі 2 там, і потім звідти
Ну, по цій же Саксонії переправляють. Теж таке невеличке містечко. Ну, як і А, буває. ще далі. На соцжитло. Ага, цей Мирани це не останній лагерь, ну? Ні, я теж На соцжитло. на соцжитло, тому що там теж нічого не оформляють. Не тут нічого не оформляють, ні там нічого Мирани не оформляють. А то як на соцжитло, потім ото починають. А ми були в Бадені, нас виправдали оттуда. А де ви були? Ми спочатку були в Барсрує, а потім А. в районі Констанції. Ага, так там добра Констанція, там Ой, красиво вообще, дуже, ми да, правда, там таке озеро. Радольфцель, такий городок маленький, так класно було. Ну що ж, А чого? ну от вже закрили там. Ми там побули трохи, і нас І що, сказали сюди тепер? А тут хуже, да? ні, тут хороший лагерь. А, це первічний. первічний А, лагерь. так, це таке. Ні, ну хороший. Ні, ну то що хороше, ну ненадовго, ненадовго. Так, Отож. Люда рассказывала. Значит, отсюда выводят Мирана. Поселили их на втором этаже. Блок на 2 комнаты, своя ванная, туалет, душ. Ну хорошо. Кормят плохо. А плохо. На обід, кажу, що було сьогодні на обід. А вона каже, ну, макарони і оці ж ці от ковбаски, таке точно, тільки соку, ой, салати не було. Ага. Там салат не дають. А грошей не дають? Дають. Даєте? Так, а... Кошенькові. Ну я тобі хочу сказати. Спасибо, що і так. Та, В звісно. принципі, ніхто голодний. Ну це ж без сумки, які волочем на А, виходний. це ви скупились, Да. да? Ходили. ага. Тут, чесно, у цей лагерь кажуть, тут багато арабів, дуже багато в цьому лагері. Ну, вони живуть, я так зрозуміла, ми ж це параграф 24, оце що оформлення всього. А їм говорять, що вони тут і по року живуть, по півроку. Їм просто кожен місяць там платять кишенькові чи 100, там 35 чи 140 євро. Вони тут питаються, живуть сім'ї, діти. На цілому сірах. Ну, у них інший статус. Да. Все-таки, ото як в самоліті, це повідлачка, такі, знаєте. А, упаковане все, Да, да? упаки. Маса такі оце маленькі, все Ага. таке. І оце 2 булки так, хліба побільше, вечором дуже там отакий кусочок ковбаси варенки. Коротше, голодні. І голодні всі випили. Голодні. Що, ну, ви ж привикли наші другі Ну, питання. звісно, І я звісно. от уже купляю тут бульйон, там курячі такі пакетики. Щось підкупаєте, щось там. Да. А каструляк не дають, не Ні, тарілок, цього там нічого Навіть немає. феном не можна користуватися, тому що не можна сказати, що виб'є, що це не предназначений не на 220. А, ну вони засвіли. Ага. Там, якщо ти за кипятком на рецепшн йдеш, і ти кипятком там наливаєш собі чаю, там не заливати. Тобто не можна навіть чайника купити? Ні, так? нічого ніякий. Цим нічого ти не користуєшся. А якщо втіхаря там кипятильник якийсь? Ні, Так вони зараз виб'є. перевіряють, вас будуть перевіряти, що ви заносите, так? Да? Так, вони Боже, це якісь... оце зараз будуть, ну вже А, так жінок. оце він, так? Да? Це він ось, я Ого, Ну так забором чувствується, обнесений, да, так? колюча проволока. А як всередині, скільки в кімнаті чоловік там у вас живе? По-різному. А. Ну, напевно, саме більше 8 отак. Мгм. Ага. А так є і менше, так? Да? Так, оце були жінка з чоловіком, вони оце вмерли сьогодні ранку. Ми їхали, їх 4. Чотири. 2 пари. Ну, чоловік, жінка. В одній 4. кімнаті, да? Да, в одній кімнаті. У нас 6 чоловік. Ну, виходиш там жіночі, ну нормально там такі умови дуже класно. Чисто, акуратно, вибираєш. Хорошо, да? Уборщики є. 3 душових, Ага. там 3 туалета жіночих. Ну, вода Мийка, гаряча є Є зал. гаряча. Все датчики, ото вода там так нажав, хоп, перестала. Хорошо. Ну, А очередя Прачечні, великі? Немає. От Нормально, якось, да? хоча багато я бачу підселили, там виїжджають. На всіх хватає. Хватає Ага, якось по часу, ага. ну, зайдеш свободно. Є сірка здавати Стірку можна. можна, да? Ну там капець, там Ой, очередь. несколько раз ні. Дуже качество страшне. В смислі страшне? Ну, Погано стирають, стирає? Погано стирають, во-первых, п'ятна бувають, щось непонятне. А буває такий запах, що це Я ми... поняла. Я то не здавала, нічого я сама стирала там. Та що там, да, Да, 2 пройшла я неділі, що одна. там вже там стирати, да? А вони поздавали, один раз здали нічого. Останньо це їм їхати, якраз 1 числа вони здали, Крістіна зайшла. Попортили Каже, речі. капець, да? кофти всі посідали, мяти, що його там уже все ти. А запах
Обід такий, коротше, в основному рис, макарони, картошка рідко. Супа нема. Ну, ні, першого немає. Чисто, акуратно все. От дав цей номерок, вони там все на карточках. Ага. Да, пікає все, тебе Ага. оце тут зараз 20 разів пропікають. А, Вийшли, ясно. пропікнуло. Ясно. Нас не Щас вийде. запустять. І от бачите, от у двері, отам тебе Ага. опискують, і А, тим самим шаршукають. Ну, понятно. іскателем все. Мало ли що. Да. Да. Водку не можна приносити, пиво навіть. Тож він купив пиво, там Сухой попив, закон. бо не можна. Каже, ну була самогонка, шампанський, коньяк і водка. Ну, самогонку витащили, і вони кажуть, ну забрали. І вони кажуть, самогон. Призналися, що да, є. Ну, дали. А дали, да? Мужики, Бо це не водка, це Ну, коротше, вони самогон. натурпродукт. Коротше, Домовилися. Ну, да? а те не знайшли вони, ото каже, там подивись далі Одежа, і не знайшли того нічого. Ну, коротше, віддали, просто вернули. Нет, Бояться. тут нормальный лагерь, можно ехать. Нам гріх носом морочить. Да. Да. Не надо, Конечно. от, я Тепло. за що хочу сказати. Постель Не меняют. треба носом крутитися. Там Да. погано, О чому кормять, річ? хорошо. Горячая вода. Хто Скажіть всі- спасибо. хто Да, всі скажіть прийняв? спасибо. Кишенькові Да. дають. У нас так не приймають. А нам треба, щоб як гостиниця люкс була, і що, Ні. приїхати. Так О некоторі, чому річ, от, от так, от, я на 10 кілограм Як похудав. поначалу, Іди в магазин, кажуть, там їж, жили, поправляйся. взагалі там Гроші Ти дають куди? якісь. Да. А знаете, от чего мы худеем? перші Тут там по часам даже дают ці жрать. чоловіки не готові Вот були. когда режим питания, Да, тогда и худеешь. да, А да. мы ж так дома целый день вкалываем, прямо на а вечером нажрались. А на тут вечер утром точно. пішов, Там є в обід Режим. пішов. Да, режим. Вредно, похудела вредно І на калорії режим. не На теряєш. 9 І килограмм. калорії не Ого, теряєш. нічого себе, за 5 недель, да, оце А за так Ні, робиш, неділю. там ні. калорії трошки Вот, теряєш. ну, сентябрь, октябрь, ноябрь. Мені інтересно, чи ти Können Sie mir sagen, aha, danke. Wird das Lager nächsten Jahr Flüchtlinge aus der Ukraine aufnehmen? Nächstes Jahr. Nächstes Jahr, ja. Dieses Jahr? Dieses Jahr und nächstes Jahr. Wir nehmen immer auf. Immer auch. Immer. Immer. Ага. Окей, danke schön. Am Tag, am Nacht, immer. Ага. 24. Jetzt Jahr und nächsten Jahr, ja? Принимаю до 27 Принимаю до 27 года. Как вы уже поняли, пока мы шли к лагерю, мы повстречали группу украинцев, которые сейчас именно живут в этом лагере. Вот мы прямо возле него, они пошли уже к себе, рассказали они нам про условия пребывания здесь. Мы подошли к проходной и спросили, будет ли работать лагерь дальше, принимать дальше, потому что есть слухи, что он работает типа вот только до конца месяца, до 26 числа. И перестанет принимать. Да, Женщина сказала, всегда принимаем и днем, и ночью, и до 27 года. да, вот до даты окончания временной защиты в Евросоюзе это все будет работать. Тем, кто действительно хочет еще приехать, пока Германия принимает, то, в общем-то, можно сюда ехать в Саксонию, в Хемниц. Так как перевалочный лагерь, здесь живут 2-3 недели, вот люди живут уже 5 недель, потому что там с инвалидом женщина, и они не знают просто куда, кто примет, инвалидов не очень хотят принимать. Да. Вот. И потом отправляют их в другой лагерь в городе Мираны. Мы завтра туда поедем с Ладой, покажем его вам. И там наш главный герой тоже сейчас находится, он нам расскажет, что и как в этом лагере. И потом уже после Мираны уже отправляют по социальному жилью, расселяют. То есть потом дают квартиру или жилье, которое уже оплачивает джоб-центр. А также оплачивают страховку, потом оплачивают курсы и все, ну вот как с нами было. То есть Ну, в общем, там дальше Да. уже известная история, да. Так что, друзья, все, мы возвращаемся в Хемниц. Покажем вам еще центр, рождественскую ярмарку. в Хемниц. сегодня же как бы разгар Рождества, то есть здесь Рождество празднуют целый месяц с 25 ноября по 25 декабря. Вот. И сейчас пятница, вечер, сегодня должен быть праздничный вечер, скорее всего там какие-то гуляния будут. В общем, сейчас поедем в центр, посмотрим вообще центр какой здесь, в Да. Хемнице. Но уже по центр. темному, друзья. Да, ну, Уже ж Хемниц придется смотреть в потемках, потому что уже 4 часа вечера и темнеет достаточно быстро. Je fais les valises, je quitte la nuit, ville inconnue, lumière qui brille sur la route. Мы сейчас находимся в центральной части города Хемниц. Жаль, правда, что уже потемнело, почти ничего не видно, но мы надеемся, что завтра утром еще немножко подснимем здесь и вставим сюда кадры с хорошим освещением. Мы с Ладой
движемся на центральную рождественскую ярмарку здесь, в Хемнице. Хотим посмотреть на нее, в принципе, наверняка так же, как и везде, но там всегда весело, красиво, ярко, и можно даже выпить глинтвейн или что-нибудь в этом роде. Мы должны это увидеть, потому что мы еще ни разу не были на рождественской ярмарке, а она уже скоро закончится. В этом году имеется в виду. Хемниц, почему он так называется? Причем сами немцы, по крайней мере у нас в городе, говорят не Хемниц, а Кемниц. Кемниц это потому, что у него происхождение этого названия славянское, от слова каменец, то есть каменный ручей. Здесь есть такая небольшая речка. В Украине есть у нас Каменец, вообще город есть Каменец-Подольский, да? Да. И этот город тоже можно по-нашему назвать Каменец немецкий. Все, мы приехали в Каменец немецкий. Каменец немецкий. Пойдем. О, смотри, тут даже вечером может быть красивее, чем днем. Мы уже говорили, что этот город был разрушен в 1945 году бомбардировками, и поэтому его весь полностью перестроили. Но его не перестраивали в прежнем немецком стиле, как это сделали города Нюрнберг, Мюнхен, а его уже построили по-другому, немножко по-советскому, в социалистическом таком стиле, поэтому здесь очень широкие проспекты и все попахивает, так скажем, соцреализмом. Но, посмотри, как классно, глянь, да. Настоящее гуляние, посмотри, какой собор. Тем не менее, многие, конечно, здания уцелели и были отреставрированы и выглядят как старинные. Смотрите, какая подсветка, очень красиво, много людей. Сейчас пройдемся, просто посмотрим, что они здесь продают. Я вижу, там какие-то аттракционы есть, Лада, Пойдем карусели. смотреть. Ну, как обычно, стоят киоски со всякой едой. Основной продукт это глинтвейн, то есть по-немецки глювайн. Глювайн. Горячее вино, которое в прошлом году, по-моему, стоило 4 евро 50 центов, да, мы покупали его в Штутгарте. А здесь надо будет узнать. Естественно, здесь можно купить всякие бургеры, сосиски. Вот тут цены написаны, видите. Кому интересно, приглядывайтесь, читайте, что здесь продается. 4 евро. Глювайн 4 евро, да? Мы можем выпить с собой по одному бокалу. Потому что на самом деле мы с Ладой замерзли достаточно сильно. Одним словом, все очень красиво и традиционно. Можно купить себе вот такие сувениры на память по 8 евро. Бро, возьми бро. Маленький. А по-русски говорите? Diese zwei, ja? Beide? Beide, ja. Beide, ja. Dankeschön. Вот такие два пряничка мы купили. Один Жене, один маме. Du bist mein Glück, ты мое счастье. Ага. Вот такие. Ну, это А какие-то сильно. Что тут написано? Их Traum von dir. Я мечтаю о тебе. Ну, где? Я тебе говорил, купи бро. Ой, Entschuldigung. Бро сильно маленький пряник. Рот. 18 Euro mit Pfand. Die Tasse für 4 Euro. Pfand, das muss zurücklegen, dann gebe ich wieder. Schönen Tag, mein Damen. О, класс, да, погреемся сейчас. Виталик все-таки соблазнил. Друзья, невозможно побывать на ярмарке и не попробовать. Горячий, прям горячий, как чай. Сказал, что я должна съесть. А, там фрукты, да? Да. А я сказала, я ем. Вместо того, чтобы сказать, я буду есть. Не, кстати, в будущем можно говорить их эссе, да.
Это если бы ты сказала, я съела. Слушай, а он такой вкусный, Сладкий, красный. горячий, вкусный. Действительно, сейчас надо пить глинтвейн, потому что холодно, ты сразу согреваешься. Вишневый. Сладенький, вкусненький, немножко алкогольный, очень-очень вкусный, какой-то натуральный, знаешь. Зато мы согреваемся. Смотри, мы здесь Да. стоим на деревянном настиле, ноги не мерзнут, ветра здесь нету. Мы И просто сильно перемерзли. обычно еще на таких ярмарках бывают какие-то прикольные представления, но это не во всех городах. Мы в Аугсбурге видели, как из окон появляются чудища, помнишь? А это уже последний адвент. Все, едем домой. У нас трудный день был. У меня уже все, у меня только начинается все. Я не хочу домой. Да? Я хочу тут остаться. А ты уже не попадаешь в кадр, потому что я уже не определяю, где что. И вообще я не знаю, куда нам теперь идти, в какую сторону. Это не важно, пойдем. Ну вот она, огромная голова Карла Маркса. Знаете, как местные ее называют? Они называют ее Нишль или Der Нишль, что обозначает башка. Просто башка. Например, где встречаемся? Возле башки. Ну, пейзаж, конечно, на фоне серый и унылый, да? Там везде написано «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» на разных языках. В общем, такое, знаешь, коммунистическое. Кто жил в Советском Союзе, то этого по горло сыт от этими всеми лозунгами, всеми такими квадратными памятниками и всей этой мишурой, а вокруг серость, вокруг все однотипно. Вообще, если честно, город совершенно неинтересный. Вот, ну, положа руку на сердце, посмотрите, вот абсолютно не за что зацепиться, вот как бы с каким-нибудь там эстетическим чувством красоты, там чего-то, знаешь, приехать, допустим, в Германию, да, и посмотреть то же самое, что было в Советском Союзе раньше. Сейчас, наверное, и то не так. Посмотрите, насколько он большой. Вот стою я, а вот он. У меня роста почти 2 метра. И еще сколько он там к нему. Вот это глыба, вот это Нишль. Башка. Что это? Сирена включилась в Хемнице, представьте. На Германию напали, что ли? Непонятно, что-то объявили, но я ничего не разобрал. Эхо. А тем временем наш трамвай подъезжает. Это было, А люди спокойно стоят, никто не реагирует. не привыкли уже. Может быть, здесь такое часто происходит? Может, учения какие-то? Может, учебная тревога? Готовятся, что ли? Наш трамвай, мы едем на вокзал. И снова декабрьский мороз пробирает. И главное, что-то опять ускользает. Привет, как тебя зовут? Солнце не греет тут. Последний глоток горячего чая. Мороз ничего больше не означает. Тепла мимолетный миг. Он больше 1000 книг. Успеть глазами согреть, взломать запрет.
Сейчас мы приехали в город Мираны. Это тот городок небольшой, где находится наш друг. И мы находимся сейчас на вокзале. Точнее, вокзала мы здесь не замечаем, просто платформа. Стоит здание с кафе, какие-то полуразрушенные дома вокруг, парковка для велосипеда. И мы ждем сейчас автобуса номер 105. Этот автобус должен нас отвезти по адресу туда, где находится наш друг, где находится лагерь. Здесь пустынно, городок небольшой. По-сельски. Да, по-сельски. Вообще-то когда-то он был такой же крупный, как наш Гайслинген, около 26 тысяч. А сейчас 14,5 тысяч или 15 тысяч населения здесь. Ну, в общем-то, по архитектуре, говорят, в центре есть что посмотреть. Милый, но мы пока еще до центра не добрались. Сначала съездим к нашему другу, а потом зайдем уже, будем смотреть на архитектуру. Здесь вроде бы как бы разрушений не было во время Второй мировой войны, поэтому возможно что-то старое там сохранилось. Ну, как мы обычно привыкли видеть в этих немецких городках. Выяснилось, что автобус нас довезет всего лишь одну остановку до нужного нам места, а потом дальше все равно пешком идти, поэтому мы подумали, ради одной остановки мы будем сидеть ждать автобус полчаса. Нет, конечно. Пойдем пройдемся. Жаль, что наш путь не лежит через центр города. Я вижу центр немножко в стороне, там остается. Ну что, мы шли и наконец пришли. Вон серое здание, вверху квадратное. Это лагерь, где живут украинские беженцы. Мы уже здесь на перекрестке встретили, вот разверни камеру, там несколько человек стоит. Слышно, они говорят на русском, на украинском. Звоню Жене, чтобы он выходил. Ну что, вот он лагерь. За колючей проволокой, блин. Выглядит не очень, когда колючая проволока. А напротив обычные дома, жилые. Люди живут. Женя, привет. Как твои дела? Привет. Как жизнь? Ну, знаете, держусь пока. Расскажи нам про лагерь, Женя. Как здесь вообще обитается, тебе живется? Ты живешь на каком этаже? Я так понял, вот это большое здание. Ну, я живу на 4-м. На 4-м, Да. да? В комнате тепло? В комнате тепло, но душно. Ага. То есть, если открывать окно, то становится очень холодно. Да, То есть надо по 5 минут проветривать. Ага. На ночь точно нельзя открывать. Сколько у тебя в комнате человек? 8 человек в комнате. Ого, И да, это минусы то, что у каждого свой режим дня. Ага. То есть кто-то там ходит до 5 утра и вот спит до 2 дня. А кто? Все украинцы у тебя там? Все в этом лагере все украинцы, да. Это чисто для украинцев, Да. да? Ну, я так понимаю, это лагерь пересылочный, да? То есть отсюда потом тебя еще куда-то Да. направят. Вот кого-то везут дальше в еще один ужасный лагерь, кого-то везут сразу на жилье в плане общежития. Здесь тоже есть столовая и тебя кормят, да? Ну, всех кормят. Да, здесь кормят, здесь, ну, завтрак, как обычный, такой легенький, в плане, как в прошлом лагере. Это намазки, там джем, очень легенький. А вот ужин здесь такой же, как и обед бывает, почти каждый день. Такой сытный, да? Да, то есть... Первое, второе, да, дают? Обед какой-то? хороший, Мгм. ну, единственное, как бы овощей на обед нет. И еще вам дают какие-то суточные деньги на то, чтобы вы могли выйти в магазин купить себе что, да? Еды полностью не хватает, но это гораздо приятнее, чем в Хемнице было, потому что в Хемнице на ужин те же самые углеводы, это просто йогурт, банан там и хлеб. А тут прям полноценный второй обед, поэтому гораздо приятнее. То есть карманные деньги выдают каждые 3 недели, говорят, еще за прошлый лагерь тоже выдадут здесь. Слушай, ну выход свободный и днем, и ночью, да, из лагеря? Ты можешь выходить когда Вроде угодно. бы да. У тебя есть какой-то пропуск? Я не электронный? уверен, что ночью можно выходить, Но но днем можно и что-то... В прошлом лагере было, по-моему, до 72 часов можно было выходить. Отсутствовать, да, Да. я понял. А когда ты заходишь, проверяют алкоголь? Там... Да, проверяют. Но так,
Так, не очень. Нету металлодетектора. Иногда просто спрашивают, Спрашивают, no ничего не алкоголь. Спрашивают, на каком языке? Какие люди здесь работают в охране? Кто они? Но здесь в основном украинцы работают. То есть ясно. 70% работников это украинцы, то есть все могут объяснить. Наши, которые приехали сюда раньше. Да. Ты просто тупо тут ждешь, да? Да, я жду Давай, дальше, пока вот уже вывесили трансфер, что 10 числа я поеду дальше. Прошлый трансфер я там с людьми общался, 3 людей в хороший лагерь дальше повезли, в котором уже оформляют документы, джоб-центр, там кухня есть своя. Это уже наподобие такого лагеря, как мы жили в Гайслингене. Там тоже все было кухня. Можно жить там Это очень долго. Общежитие, можно сказать. Общежитие, да. Там уже будет оформление документов. И, в принципе, говорят, что прикрепление будет к Саксонии, а не конкретному району. И, в принципе, можно искать квартиру по всей Саксонии себе. Вроде бы так говорят, что... Потому что раньше я думал, что вот повезли там в какой-то городок маленький или село, и ты в этом районе, например, Цвикау. Вот ради этого мы сюда ехали. Женя оставил, потому что у него было слишком много сумок. Кстати, Не, я, Жень... в принципе, мог забрать. Я же просто волновался, что там 8 людей в комнате. Да. Как оставлять, уходить. Да, вот это. действительно. А теперь у тебя будет шкафчик. Кстати, можем сейчас купить замок тебе на шкафчик. Здесь написано «Ты моя мечта». Нормальная надпись. А тут написано «Ты мое счастье». Такое интересное. Так, брюки ты тоже забыл, и это все Да, упаковывай. В общем, Жене передали 2 пряника, один для Жени, один для его мамы, которая приедет потом впоследствии сюда из Украины навестить сына. Сейчас сядем, попьем чайку. Женя рассказывает, ему не хватает здесь такой активности. Ходил часто в спортзал. Каждый день ты ходил в Киеве в спортзал, Ну, я ходил либо в спортзал, либо просто в сауну. Ну, не Там же, каждый да? день. Ну, имеется в виду, какие-то занятия были. А здесь просто, ну, вот там, условно, я поработал, и все, что остается мне, пойти в город погулять, либо в магазин. Кстати, можешь завести ТикТок и не просто будешь гулять, а показывать, какой он город Мираны. Ты потом, в принципе, сам можешь вспоминать. Тебе тут 4 дня осталось в этом Мираны. И... Да, и как-то вот друзья, с которыми я дружил, уехали, и даже особо некого там не поговорить. Ну, такое. Это уже... Ну, не. Кстати, проблема общения, она остро очень стоит именно для людей одиноких, да, то есть не замужних, не женатых, да. И для нас с Ладой, например, такой проблемы не было, потому что мы вдвоем приехали, даже втроем с мамой. И потом приехали, у нас там друг сразу, мы к Данилу приехали в город. У нас сразу куча общения появилась, мы не испытывали никаких трудностей. А тебе сидеть, конечно, одному в лагере, не с кем поделиться впечатлениями. Ну, опять же таки, это недолго. То есть надо пережить этап, пока там до жилья. То даже если вот общежитие будет, в принципе, уже кухня будет. Сам будешь готовить. Получше чуть-чуть будет. Зря мы ходили по городу долго, искали площадь с рождественской ярмаркой, а ее здесь в этом городе просто нету. То есть площадь есть, вот это и есть центральная площадь города Мираны. Здесь вот торговый центр стоит, там вот Ратхаус, церковь, все как положено, но нету ярмарки. И ближайшая ярмарка расположена в городе, который называется Гляухау. Мы его проезжали с Ладой уже дважды, ну просто были на вокзале. Гляухау, наверное, покрупнее немножко городок, вот, чем Мираны. Поэтому смотреть нам здесь больше нечего. Центр мы посмотрели, даже походили по улицам. В общем-то, сейчас зайдем в кафе, попьем чаю и будем отправляться в Цвикау.
где мы просто заночуем перед обратной дорогой. И все. Думаю, даже Цвикау не будем снимать, потому что будет просто темно. В тот же вечер мы уехали из Мираны, отправились в обратный путь, а Женя остался, но через 4 дня он нам прислал весточку, что его перевели в другой город, который называется Ауэ-Бад-Шлема. И оттуда он нам прислал 2 видео, что поселили его в лагерь, который расположился в бывшей школе. Ну, в общем-то, может быть, не самый лучший лагерь, как он говорит, но теперь он может находиться там постоянно, пока не найдет себе индивидуальное жилье. Че, ребят, школа, а комната как в Хемнице приблизительно. И не кормят. Но зато какая природа.